Олег Зубков через YouTube-каналы Татьяны Алексагиной старательно продолжает навязывать своей безмозглой аудитории образ спасителя животных. В своем Telegram я опубликовала пост, в котором процитировала комментарий яркой представительницы-поклонницы олигарха Зубкова. Вот выдержка из него. И поверьте, нас совсем не интересует закулисье парка. Мы не хотим знать, что там прямо сейчас кто-то болеет или умер, а кто-то неправильно отсидел на карантине. Мы пришли и хотим за свои деньги увидеть красивые вольеры, сытых и здоровых животных. Побродить, подышать, а о больных и умирающих должна болеть голова у администрации парка. Мы хотим видеть только хорошее. Вот таких подписчиков и ценит Алексагина, которые никогда не побеспокоятся о больных и здоровых животных, не зададут неудобных вопросов, а кто там болеет и умирает, их совсем не интересует. А уж о самих животных и, тем более, законах по их содержанию они вообще ничего не знают. Олег Зубков под видом спасителя в очередной раз привез животных непонятно откуда, поскольку в последнее время он стал тщательно скрывать эту информацию. А мне бы, например, очень хотелось знать, какая судьба постигла уличного фотографа, у которого якобы была отобрана львица осада. Привлекли ли его к ответственности? Или это очередная выдумка, чтобы больше трагичности создать для тайганофилов в истории якобы спасения? Хотя даже если и забрали львицу у уличного фотографа, то вряд ли Зубков его привлечет. Потому что, во-первых, это его коллега, поскольку Зубков продолжает предоставлять услугу фото с львенком, игнорируя законы. Во-вторых, вполне возможно, что эта львица была продана самим Зубковым после ее рождения, и он скрывает информацию о фотографе, чтобы не всплыла правда. Уникальный спаситель Зубков объявляет о том, что он перевозит в Крым зебру, которая очень сложная в транспортировке. И это действительно так, поэтому и разработаны нормы и правила, чтобы не допустить гибель животных во время перевозки. Эти нормы прописаны в постановлении правительства 1937, которое человек Блеф, если и читал, то исполнять никогда не стремился, считая их абсурдными. Согласно пункту 33, руководителем организации или индивидуальным предпринимателем назначаются ответственные сотрудники для обеспечения безопасных погрузки, выгрузки, перемещения и сопровождения животных. Вы увидели таких сотрудников? Их нет, Зубков жалеет деньги на них. Погрузка, выгрузка животных при транспортировке осуществляется в дневное время при естественном освещении. Мы увидели, что выгрузка животных происходила в ночное время под камеры и световые приборы телевидения. Согласно пункту 34, к транспортировке для проведения культурно-зрелищных мероприятий допускаются только клинически здоровые животные. Больные животные подлежат транспортировке в целях оказания ветеринарной помощи. Тайганофилы – это означает, что все животные, которые были привезены в парк, уже прошли или должны были пройти ветеринарное обследование, которое признало и должно было признать, что животное клинически здорово. В других случаях их транспортировка, кроме доставки в ближайшую ветеринарную клинику. Помещение, где находилась львица осада, называется карантинным, где содержатся животные для выявления заболеваний, но не для их лечения. Парк львов Тайган не является ветеринарной клиникой, и в его штате нет ветеринарных работников, запомните это раз и навсегда. Карантинная зона не имеет ничего общего с ветеринарной клиникой. Согласно пункту 35, автомобильный транспорт для транспортировки животных должен быть технически исправен и помыт, а в необходимых случаях продезинфицирован. Закрытые транспортные средства оборудуются равномерно распределенными вентиляционными люками или обеспечиваются принудительной вентиляцией. Зубков перевозит сложных животных в «Газели», которую, скорее всего, за копейки купил у цыганей, занимающихся перевозкой металлолома. В ней нет вентиляции, она не отапливается и уж тем более не мылась и не дезинфицировалась. Согласно пункту 37, не могу сказать, как проходила поездка, но, что там точно не соблюдался температурный режим в этом позорном корыте, это факт. Тем более, что погода в Крыму была при этом ниже нуля, поэтому Зубков и одет, как пугало в фуфайку, чтобы самому не мерзнуть.
Согласно пункту 38, на полу транспортной клетки или иного перевозочного устройства предусматриваются отдельно или в сочетании подстилка, опилки, дренаж или иное приспособление для сбора продуктов жизнедеятельности животных. При транспортировке уборка продуктов жизнедеятельности животных из клеток и ванн осуществляется во время остановок для отдыха животных. Ничего подобного в клетках с животными нет. Они помещены в металлические клетки без подстилок. Дальше в постановлении приводятся нормы для клеток, можете сами с ними ознакомиться по ссылке в описании. Я лишь приведу некоторые из них. Клетка для перевозки зебры должна быть не менее 15 квадратных метров. Размеры клетки у Зубкова несложно посчитать, зная, что ячейки решетки 5 см, а это 2 метра длина и 60 см ширина клетки, то есть 1,2 метра квадратных, более чем в 10 раз меньше положенного. При этом клетка с зеброй должна быть обита изнутри резиной, либо похожим материалом, чтобы животное себя не травмировало. Клетки с пумой должны быть полностью закрыты, а их площадь для одного животного должна быть не менее 20 квадратных метров. Обезьян и лемуров можно перевозить только отдельно друг от друга и в клетках для лемуров от 4 метров квадратных, а макак от 20 квадратных метров с высотой 3-4 метра. Зубков настолько жадный, что, получая животных бесплатно, он экономит на топливе, транспорте, специалистах, а главное – на здоровье и безопасности животных. Хотя у него имеются подходящие для транспортировки автомобили и клетки. То, что я увидела дальше, меня просто повергло в шок. Этот алчный и бестолковый зоосадист в эту же ночь болгаркой стал срезать копыта у животного. Это ж каким надо быть дебилом, чтобы трудное в транспортировке животное ночью. После выгрузки снова подвергать стрессу. Зубков сам не знает элементарных норм техники безопасности и под дождем работает с электроинструментом, на сырой земле лежит розетка. Если тебя ударит током, то это только на пользу пойдет, но зачем животное подвергать опасности? При этом видно, что зебра в стрессе бьет копытами, но заперта в клетке, пока над ней издевается Зубков. Привести в порядок копыта в Крыму стоит в среднем 2000 рублей у специалистов, и это делается специальными инструментами в специально оборудованном месте. Копыта доводятся до первоначального состояния, исправляется форма и постановка копыт животного. Но все эти процедуры делаются после того, как животное успокоится и адаптируется к новой обстановке. Глядя на все это, у меня возникает главный вопрос: а куда смотрят ветеринары Крыма, когда это транслируется не только на YouTube-канале картавой прессы, которая нагло снимает нарушения, но и на местном телевидении? Я понимаю, что Зубков и Алексагина абсолютно не знают ни законов, ни правил ухода за животными, поэтому предлагаю неравнодушным гражданам продолжать писать заявления, ссылаясь на видеоролики Алексагиной, в которых она продолжает публиковать нарушения законов Российской Федерации.